Привет, дорогие друзья, салам. Хорошая новость, короткий ролик, но новость очень хорошая и знаковая. Буквально вчера некоторые с удивлением начали наблюдать в украинской прессе, да что там, и в телеграм-каналах, которые раньше не то что не упоминали картель Химпром, но пиарили его, рекламировали его. Вдруг начала появляться информация о том, что в Украине накрыли десятки колл-центров, принадлежащих картелю. И если быть точнее, накрыли там более 130 колл-центров, по всей Украине. Вы помните мои расследования по картелю Химпром. Это ряд расследований, которые привели к тому, собственно, что я себе получил колоссальные проблемы. Начали угрожать смертью моей семье, моим близким. Покушения произошли, ряд покушений был, я не могу говорить всего, но там предотвращен, да скажем так. Вот, но теперь кое-что произошло. Вы знаете, что когда ты говоришь о том, что все публичное я прекращаю, это же не значит, что тебе обязательно надо прекращать и то, что ты делаешь не публично. Непубличное продолжалось. И я думаю, в немалой степени венцом этого стало то, что произошло вчера. Итак, силовики на самом деле публикуют фотографии из колл-центров, которые они накрыли. Это реальные фотографии. Смотрите, прикололся кто-то это на рабочем месте с Федеральной службы безопасности. Тот самый флаг Российской Федерации, это VIP. Это VIP, по всей видимости, сидел, да? Ну, дальше мы можем смотреть на эти видео. Вот тут деды какие-то, то, наверное, понятые, скорее всего. Это, по всей видимости, полиция. Не вижу, СБУ это или полиция, но, в общем-то, это колл-центр. Это колл-центр уже пустой, эксперты, на стене для привлечения денег висит там портрет в стиле Уорхола. Помещения у них колоссальные, помещения большие, офисы огромные, разные комнаты для совещаний и так далее. Да? Видео из разных колл-центров. Разные колл-центры находятся в разных городах, таких колл-центров немало в Днепре, таких колл-центров немало в Киеве. Но вот они уже лежат уставшие. Сидят молодые люди, пальцы во рту, все как надо, да, ну это вот сотрудники колл-центров, грустные сидят. Еще есть видео из других офисов, накрыли все и очень массово, масштабно. То есть вы понимаете, что силовики в Украине обычно, ну как бы не сильно-то старательно выполняют такого рода поручения, защищают закон, приходят в офисы. Смотрите, какое количество оборудования. Я не думаю, конечно, что это оборудование передадут куда-то в детские сады или там в дома малютки для слабослышащих детей и так далее, да, понятно, но тем не менее удар нанесен колоссальный. Что случилось с силовыми структурами Украины, почему вдруг они начали работать? По моей информации, ну не полной, конечно, там такой фрагментированной, силовые структуры получили определенную информацию, от которой отмахнуться они уже не могли. В результате чьих-то действий непубличных. Силовые структуры не смогли уже игнорировать то, что происходило у них там под носом, да, стал вопрос стали разные вопросы, и вот это вот, собственно, венец. Как вы понимаете, сейчас уже средства массовой информации Украины начнут об этом говорить, о том, что, возможно, начнут уже потихоньку упоминать Химпром, и, возможно, кто-то припишет себе там часть каких-то заслуг. По моей информации, я не знаю вообще, чем это все закончится, конечно, но по моей информации Химпрому нанесен такой удар, что после него он вряд ли оклемается. По моей информации, випы Химпрома сменили место жительства. Самые випы сменили место жительства на чуть более отдаленные, на чуть менее комфортабельные и так далее. По моей информации, структура начала трещать по швам. Я не знаю, когда она обвалится, но это не нокдаун, это скорее всего нокаут. Мне кажется, они уже не встанут. И все это благодаря вам, кстати, в том числе, потому что именно вы внимательно следили за тем, что происходило и так далее. Но это однозначно происходит не благодаря украинским журналистам, которые до сегодняшнего дня, наверное, вообще ничего не писали. Мало того, что не поддерживали, еще и старались мочить и так далее, да. Ну, мы продолжаем, возможно, действовать не публично, не подставляя опять своих близких под удар. Но, знаете, можно сказать одно, год прожит не зря. Спасибо всем, дорогие друзья. Пока. Совсем забыл. Так и кто кого сделал в итоге?